Давид, мы без тебя будем снимать. Что это такое? Всем привет, ребята! Вы на канале Арт Студия. И сегодня, как вы увидели по обложке видео, будем учиться рисовать, точнее, строить вазу. Ну там... А что я скажу? Давид, подожди. Ладно, давайте приступим, не будем затягивать. Да. Сразу приступим к построению вазы. Смотрите, я могу море нарисовать. Во. Красиво у тебя море. Потом будем показывать, что ты нарисовал. Хорошо? В конце урока. Еще буду тебе показывать, как строить вазу. Хорошо. Давайте приступим. Конечно, начнем сначала с горизонта, то есть стол и стена. У некоторых это будет фон, стена. У нас будет, к примеру, фон. Без разницы. Хочу напомнить самое главное. Нам понадобится или любой листочек, или любой карандаш. Для чего? Мы же не просто будем рисовать вазу. Надо же, чтобы мы нарисуем ось, и чтобы две эти стороны были одинаковые. Для этого у нас будет листочек, чтобы все измерять. Вы можете работать с листочком, с карандашом, как вам удобнее. Мне обычно удобнее с листочком работать, потому что с карандашом выходит не так точно, как листом. Итак, берем листочек и делаем маленькую черточку, где вы хотите, чтобы у вас была ось. Точнее, не ось, а горизонт. Между столом, стеной, ну или фоном. В моем случае это где-то вот тут вот. И хочу вам напомнить, что стол не надо делать вот тут вот, сильно низко, ведь мы смотрим же не снизу вверх на вазу, а мы смотрим прямо. Для этого, чтобы у нас был не кусок картона, а красивый стол, надо его рисовать повыше. И так же самое, если вы, к примеру, землю рисуете. Вот я видела много таких работ, как девочки рисуют, маленькие дети рисуют травку, там деревья, да, очень красиво, но желательно делать вот землю где-то вот тут. Мы делаем черточку, вот тут вот у нас будет. Берем или лист, или вот карандаш. Как повторяюсь, мне легче работать с листом. Смотрите, как все происходит. Очень все легко, ничего сложного. Мы прикладываем кончик листа к тому месту, где у нас будет стол. Идем, и вот тут у нас заканчивается. Так, мы прикладываем и рисуем. Вот так вот у нас выходит. То есть у нас вот это вот все расстояние. Это теперь мы прикладываем, как чтобы это все сделать, что для того, чтобы у нас стол не был завален. То есть он стоял вот так вот, а у него не был так горизонт завален. Мы прикладываем дальше к другому углу, ну чуть подальше от той метки. И делаем еще одну. В нашем случае достаточно 5 меток, может 4. И также так делаем по всей длине горизонта. Мы просто делаем такие маленькие черточки. Вот тут вот делаем так же самое. И вот тут вот. У нас получается черточки. Это наш ровный горизонтальный горизонт. Потом мы вот прикладываем лист, я его не так разложу, вот так вот удобно. Разложу его и примеряю. И запомните, художники никогда не пользуются линейками. Это очень большая ошибка. Они могут пользоваться карандашами, бумагой, предметами, но они никогда не пользуются линейками. Они должны использовать все, что угодно, главное не линейки. Вот мы не используем линейку, мы берем листочек. Прикладываем его как можно ровнее ко всем. Примерно вот так вот. И просто проводим. Вот это у нас будет стол. И смотрите, никогда не надавливайте на карандаш сильно, ведь потом это же только на метке. Когда вы будете их стирать, у вас будут оставляться вот такие вот следы карандаша. И для этого не надо сильно надавливать. Вот мы уже стол нарисовали. Вот тут у нас будет стоять ваза. Дальше мы вот какую хотите вазу. Можете нарисовать вот такую вазу. Можете нарисовать вот такую вазу. Я, например, в этом случае хочу вазу... Вот мы просто рисуем одну половинку вазы.
любой формы. Вот такую. Вот это наша одна половинка вазы. И имейте в виду, что у вас другая половинка будет совершенно одинаковая, прям такая же. Для этого и нужно построение. Теперь мы делаем ось. Ось так же самое надо делать с листочком. Ну или с карандашом. Тоже так же самое. Мы карандаш, вот прикладываем карандаш, вот даже, вот, к примеру, как к столу. Вот прикладываем карандаш, правда, вот в нашем случае он маленький, и отмеряем. Давид, а ты красиво нарисовал. Мы сейчас перестанем снимать. Вот у нас будет ось вот тут вот идти, так же самое отмеряем. И тоже к этому краю прикладываем листочек. И рисуем, где у нас была заметка. Вот где у нас идет ось. Мы потом отводим. И вот рисуем где-то вот тут вот так же самое. Тоже прикладываем к этому кончику. И рисуем вот тут вот. Потом немножко сводим вниз. И рисуем так же самое. Потом в дальнейшем будем это все соединять. И у нас ось тоже будет ровная, а не вот такая вот. Это вот правильное построение вазы. Кстати, листочек надо тоже измерять, но это будете уже немножко попозже, потому что это уже более сложнее. Надо тоже там все измерять, все примерять. И вот давайте под конец вазы так же самое сделаем. Вот так вот. Теперь мы разлаживаем листочек, потому что тут он будет нам сильно маленький. Прикладываем как можно ровнее ко всем полосочкам или точечкам и соединяем. Тут мы немножко съехали, но это не страшно. Вот так у нас выходит. Вот если вы не сильно нажали на лист, может немножко. Вот. Это наша одна половина. Теперь мы должны построить еще и другую половину. Смотрите, как все будет происходить. Так же самое все легко, ничего сложного. Мы берем лист и так же самое прилаживаем этот кончик к этому кончику и отмеряем. Потом отводим и делаем вот тут вот заметочку. Это расстояние, это правильное расстояние. Дальше идем, давайте вот тут вот. Вот смотрите, тут все совпало, поэтому так же самое мы отводим и так же самое рисуем. Следующее будет вот тут, где у нас поворот, где повороты обязательно надо это делать. У нас вот тут мы уже отметили, где у нас идет горизонт, мы просто как будто продолжаем маленькой палочкой. Отводим. Главное так вот не вести, потому что вы потом здесь вот сделаете, а у вас поворот-то вот тут вот, а вы сделаете вот тут. Поэтому тут надо ставить. Сейчас я заново поставлю. Вот тут даже у меня точка маленькая отмечена. Вот так вот мы отводим. Получается. И отмечаем. Что такое, Давид? То у меня не получается тут из-за... Что ты хочешь? Я не могу придерживать луком так. Ну, давай, ты почти крутой уже. Теперь мы, соответственно, прилаживаем сюда, к этому кончику, и отмечаем вот тут, где идет наша ось. Отводим снова. И вот наша палочка. Главное не запутаться в палочках. Вы можете подумать, что вот твоя палочка, может вы подумать, что вот она палочка, но это уже старые палочки, которые нам не понадобятся. Потом мы будем это все соединять, и у нас получится ровная часть вазы. Вот тут есть легенький поворот. Мы так же самое тут прикладываем, отмеряем и отводим. А теперь давайте спросим Давида. Давид, давайте я кое-что покажу. Давай. Смотри. Мы прилаживаем, куда ты хочешь приложить? Вот сюда давай. Ну давай сюда. И отмечаем, видишь, тут линия идет. Угу. Вот эта линия идет, и нам надо тут подрисовать, где она идет на листочке. Да. А теперь аккуратненько отводим. И смотри, и теперь рисуем вот тут вот эту линию. Вот как она идет, понял? И теперь у нас то, что было тут, эта часть, теперь она вот тут. Понял? Угу. Давай следующий. Давай дальше вот тут, давай. Угу. Дальше, где у нас? Вот тут линия идет. Тут линию будем рисовать. Давай возьмем вот этот карандашик, более наточенный. Вот тут мы нарисуем линию.
Правильно? Угу. Теперь мы отводим. И где теперь мы линию будем рисовать? Теперь, ну тут куда ты отвела. Вот тут вот? Да. Правильно. Теперь давай вот тут вот. Да. Смотри, видишь, что это поворот? И этот поворот нам надо как бы показать. Понял? Угу. Так же самое, смотри, видишь, что совпадает? Угу. Вот, поэтому тут не надо ничего у нас рисовать. Вот, сразу так вот делаем. Тут у нас, значит, ровное, а потом же идет поворот. Угу. Да, а я уже рисую под одеялко. Под одеялко? Угу. Круто. Теперь будем, вот тут у нас самый большой поворот. Мы вот тут и будем. Поглаживаем. Ой, мимо так. Рисуем вот тут вот. Главное не забудь, что вот это наше. Проводим. И рисуем. Такой прикол, как будто подушка спрятал солнце. Подушку у тебя солнце спрятало? Да нет, под одеяло спрятал. Солнце спрятался под одеяло, чтобы мальчик не увидел. Вечер тоже. Круто. И теперь нам остается нарисовать только дно вазы. Приглаживаем. Рисуем. И вот так вот у нас выходит. Теперь мы должны эти части соединить. Вот про что я говорила, не надо надавливать, потому что потом у вас будут такие вмятины. И это будет некрасиво. Поэтому надо легенько, когда вы чертите, только чуть. Давай, надавить. И вот мы соединяем. Теперь будет другая. Я не легенько надавила, точнее, я легенько надавила. И теперь рисуем наше дно. Вот так вот у нас выходит. Потом мы стираем вот это вот. Это у нас был горизонт. Горизонтальный. Мы его стираем, потому что у нас же ваза не просвечивается. Одну часть стерли. И другую так же само. Теперь мы еще вот тут можем соединить. Главное, не надо все делать от руки. Лучше делать все под листочек. Так у нас выйдет намного красивее. И ровнее. Давайте дальше переходить к овалам. Не знаю, для кого они будут сложные, для кого легкие. Мы переворачиваем листочек, потому что тут уже много палочек, они нам будут мешать. Смотрите, какие мы будем делать овалы. Как мы вообще их будем делать? Вот мы тут нарисуем овал. Вот, давайте, это маленький овал такой вот. А вот тут у нас будет самый большой овал. И мы должны так постепенно от маленького делать до большого. Сейчас я вам это покажу. И знаете, овалы тоже надо делать под листочек. Сейчас мы стерем вот это вот. Сначала мы рисуем, знаете, просто как донышко. Вот так вот. Потом отмеряем. Так же самое мы прикладываем, отмеряем, показываем. И вот тут это отмечаем. То есть у нас будет овал вот так вот идти. И хочу заметить, что края у овала обязательно должны быть круглые. Помню, когда я еще была маленькая, рисовала овалы, и я даже сейчас смотрела свои рисунки, и там у меня овалы острые. Понимаю, что тогда я рисовала неправильно, ведь будет правильно, когда овалы будут с круглыми углами. Рисуем углы круглые. Сначала наметим углы, потом от этих линий или к этим линиям, как вам удобнее, ведем. И тут так же самое. Вот такой овал у нас выходит. Вы можете его сделать меньше, больше, но рассчитывайте так, чтобы когда вы дошли до конца, у вас тут был не круг, а овал. То есть вы некоторые так превращают первым овалом, что потом они все больше и больше и больше, а тут просто круг. И смотрите, что я вам хочу показать. Вот когда мы ставим, видите,
наша черточка. Как определить, больше овал выйдет у нас, чем вот этот, или меньше? Мы по этой черточке, мы не рисуем на этой черточке, мы отводим чуть-чуть подальше. Вот примерно на вот столько. И вот тут рисуем. То есть вот так вот у нас входит. Это вот самая первая, это уже вторая идет, она вот побольше. Так же самое мы вот тут вот рисуем. Кстати, хочу напомнить, что у овала тоже должна быть ось горизонтальная. Подносим. Тоже для овала рисуем ось. У нас все должно быть с осью. И потом соединяем. Так, надо еще низ у нас сделать. Тут тоже так прикладываем. И вот тут отмечаем. Вот что у нас выходит. Мы должны эти точки соединить. Это будет овал больше, чем вот этот. С круглыми углами, хочу опять напомнить. И он будет ровный. Так же самое мы проводим. Вот такой вот у нас ровный овал получается. Делаем так же самое постепенно от маленького до большого. Так же самое отмеряем чуть побольше. И вот тут. Рисуем под эту линию ось горизонтальную. Надавливаем на карандашик, чтобы у нас не оставалось потом после стирания отпечатков. И ведем. Вот желательно как можно ровнее, как вы можете. Теперь у нас овал как будто поделен на 4 части. Раз, два, три, 4. И следующим так же самое. Тоже вот тут отмеряем чуть побольше рядышком. Так вы будете знать, что у вас овал точно будет больше, чем тогда, чем предыдущие все. Отмечаем так же самое. Рисуем нашу ось. Так, вот тут, да, вот тут наша ось идет. Рисуем круглые. И соединяем. Вот части наши мы должны соединить. 4 части вот этого. Соединяем. Овал может получиться неровный, но это в принципе не важно. Вы потом, если вы думаете, что он совсем неровный, вы потом можете вот тут отметить. Вот. И так же самое сделать вот тут. Вот у нас немножко не совпадают. Но это я просто вам показываю, как в принципе. Потом обязательно это подправим. Когда будем рисовать сами глаза. Что такое? Тут у меня вообще не получается. Наверное, не сильно. Я сильно такое. Давайте я сейчас помогу. Сейчас нарисую вам, если я помогу. Хорошо? Хорошо. Я тут хочу сделать какого-то человека. Человечка хочешь? Да. Давай мы тебе нарисуем человечка. Давай все стираем. Я с тобой. Давай нарисуем человечка. Давай головку. Сейчас. Дальше уже рисуем ножки и ручки. Продолжаем такой же сам принцип. Так же самое продолжаем. Вот так вот у нас углы выходят. Делаем горизонт. Какой человечек красивый у тебя вышел. Да, он веселится. И так же самое Типа это он рисовал. Так же самое мы закругляем вот эти наши точки. Раз, два, три, 4. Мы должны так же самое соединить. Соединяем. Делайте вот как можно ровнее. Не сильно надо делать на карандаш.
Тут у нас неровно. Смотри, мы это будем какие всё длинные волосы у него вострые. разбирать. Вау, какой красивый. У него длинные волосы вострые. Можно стирать. Вот тут мы все Все, подправим. постригли. Если вот вы на глаз видите, что оно неровное, то сначала убедитесь, а потом уже что-то подправляйте. Ну, тут я так уже все сделала. Вот тут у нас, видите, сильно выдолго, а тут вот так вот. Как будто раскручивала. Теперь делаю тут так же само. Вот как можно ровнее, вот как можно ровнее вы можете. И так же самое делаем дальше. Эти вязания придерживаются именно такого размера концов. Они будут разные. Вот голосовом, посмотрите, вам кажется, что вот это вот больше даже вот этого. Но не так, просто тут меньше места, и вы больше круглый, это просто плоский. Просто сравните. Если будете сравнить, никогда не ошибетесь. Вот у нас будет плоский, вот видите, то же самое отмеряем. И тоже берем рукав, прикладываем листочек. И рисуем, делаем зелка, вот делаем цвет. Мы потом отводим. И вот рисуем где-то то же самое. Тоже прикладываем к кончику и рисуем вот тут. Потом немножко сводим вниз. И рисуем то же самое. Потом в дальнейшем будем все соединять, у нас тоже будет ровная, а не вот такая вот. Это правильное состояние глаза. Кстати, листочек надо тоже измерять, но это будет уже немножко попозже, потому что это уже более сложнее. Надо нужно все измерять, все поменять. И вот дальше, как рисовать, то же самое сделаем. Вот так вот. Теперь мы разложим листочек, потому что тут будет нам сильно маленький. Прикладываем как можно ровнее, ко всем полосочкам. И точкам. И соединяем. Тут немножко сильно, но не страшно. Вот так у нас выходит. Здесь мы сильно нажали вниз немножко. Вот. Это наша одна половина. Теперь мы должны построить еще другую половину. Смотрите, как все будет происходить. Дальше самое кончик, чувствуем. Мы берем лист. И дальше самое приложим этот кончик к этому кончику. И обнимаем. Потом отводим. И делаем тут залечу. Это среднее, это правильное состояние. Дальше идем. Давайте вот тут. Посмотрите, тут все совпало, поэтому то же самое отводим. И то же самое рисуем. Следующее будет вот делать поворот, где поворот обязательно надо делать. Таким образом, когда мы вот это все, наш листочек, мы у нас тут все отмеряли. Вот сколько у нас палочек, столько и кружков. Таким образом у нас вышло от маленького до большого. Вот это вот наше построение вазы. Мы тут можем немножко... Конечно, потом, когда вы будете это штриховать, вы это все уберете. Это чтобы для правильной штриховки, чтобы вы красиво, правильно штриховали. Ну вот, мне кажется, это конец нашего построения. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Если вы хотите, чтобы на моем канале вышло вот такое вот обучение рисунку или еще что-то, то напишите плюсик в комментариях. И давайте, если мы наберем 20 лайков, то я сниму видео, как правильно рисовать красками. Как правильно можем рисовать красками вазу. Это конус может быть чашка, яблоко, это может быть все что угодно. И я покажу, как надо правильно рисовать красками. Да подожди, что мне Без разницы, что скажешь? Всем привет. 3, 2. 2, На 1. каком мы канале? 3, 2, 1. Арт-студия Цимбал Марии. Я расскажу о студии. Хорошо, на Настя, канале Настя, Арт-студии. Настя. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Ну еще раз. 3, 2, 1. 1. А меня зовут Давид Силач. Давид Силач? Да. Ладно. Точнее, Давид художник. Так Давид Силач или Давид художник? Да, Давид художник перепутал. А для тебя все подходит. Ты мне тут издеваться будешь? Мы видео снимаем, что ты шумишь? Быстро к Толику иди. Тут он. Тебе сказали Я тихо, сейчас мы опять- видео Я снимали. сейчас опять буду плакать. Плачь. Тебя. Для построения вазы нам понадобится или карандаш, или бумага. Это для того, чтобы куски вазы были ровные. Можно использовать как хотите. Можете карандаш, можно бумагу. Я обычно использую бумагу, но мне так легче. Давай. Давай сейчас будем показывать. Мы складываем бумагу напополам. И начинаем с горизонта. В нашем случае это фон и стол. Или может быть стена и стол. Ну, как у кого. Ну и молодцы, что забрали. Мы берем карандашик. Смотрите, я сейчас вам покажу, как можно затворять на бумаге и как на карандашке. Давайте, хорошо, начнем сначала с бумаги. Сначала мы делаем линию, где хотим, чтобы у нас был горизонт. Это может быть вот тут, может быть горизонт, вот тут может быть. Обычно мы должны горизонт, ну если это в нашем случае стол и фон, делать побольше.